Графен – это одноатомный слой углерода и самый тонкий материал из известных. Его свойства уникальны. Материал на 97% прозрачный и является почти идеальным проводником электричества и тепла. По последнему показателю он превосходит медь в несколько раз. Также материалы из графена отличаются гибкостью и прочностью. Если сравнивать слой стали и графена одинаковой толщины, то графен оказывается прочнее в 200 раз. Только представьте, материал толщиной в 1 атом способен удерживать предмет массой в 4 килограмма. Уникальные свойства инновационного материала определили наиболее перспективные направления его использования. Это электроника, авиация и космос. При создании нового поколения сверхлегких проводников, накопителей энергии и систем охлаждения. Известно, что потенциально углеродные нанотрубки, а графен, напомним, это углерод, способны передавать тепло только в одном направлении. Это может эффективно использоваться в системах охлаждения компьютеров и даже ракетных двигателей, где такая проблема весьма актуальна. В строительстве каркас из графена может служить основанием для создания самовосстанавливающихся бетонных блоков. В композитный материал из графена и бетона закладываются бактерии в микрокапсулах, которые при попадании воды начинают активно размножаться, образуя известняк и тем самым залечивая трещины в бетоне, продлевая сроки его службы. Такие проекты уже существуют, проблема только в производстве графена в промышленных масштабах. Композиционные материалы с графеном могут эффективно применяться в качестве систем очистки от атмосферных загрязнений. При этом исследования показывают, что они на 70% более эффективны, чем традиционные катализаторы на основе наночастиц титана. Также из графена получаются сверхтонкие фильтры высокой степени опреснения и очистки воды. Это может решить проблему обеспечения водой многих стран планеты. Графеновые покрытия могут применяться для создания огнезащитной одежды, например, для пожарных и работников химической промышленности. Такие ткани сочетают высокую защиту с комфортом и легкостью материалов. В военной области графен может быть востребован при изготовлении бронежилетов. Как правило, они выполняются из ткани на основе арамидных нитей с внутренней подложкой для гашения ударов и специальными карманами для вставки металлических или керамических пластин. Исследования показали, что 2 слоя графена, уложенные друг на друга, могут временно приобрести твердость алмаза и в буквальном смысле остановить летящую пулю. Массу бронежилета при этом можно снизить в разы. Новый материал, а он уже есть, назвали диамином. Но дальше всех в военной области продвинулись китайские ученые, предложив модернизированную версию ударного вертолета Z-10, оснащенную дополнительной броней на основе графена. Ее разработкой занимался Пекинский институт авиационных материалов. Графен был открыт сравнительно недавно, в 2004 году, и многие ее свойства до конца не изучены. Много вопросов возникает в связи с возможным графеновым загрязнением окружающей среды. Уже известно, что в зависимости от размера наночастицы могут повреждать структуру клеток, мембраны и оказывать негативное воздействие, усиливая окислительный стресс и накапливаясь в организме. С другой стороны, в некоторых исследованиях графен демонстрирует противораковые свойства. Ученые университета Манчестера в Великобритании заявили, что окись графена выборочно поражает раковые клетки. Эффект применения графена оценивали при 6 видах рака – молочной железы, легких, поджелудочной железы, простаты, яичников и головного мозга. Заявлено, что во всех случаях получен положительный результат. Статья об этом опубликована в журнале Oncotarget. Но широкий потенциал применения графена не значит его широкое применение на практике. Это по-прежнему довольно дорогой и сложный материал в производстве. Производить его в промышленных масштабах пока не получается. Он окисляется при высоких температурах с высоким содержанием кислорода. Его свойства могут меняться в условиях воздействия влаги, ультрафиолетового излучения и механических нагрузок. Необходимы дополнительные исследования и эксперименты, говорят ученые, прежде чем графен произведет революцию в нашем быте, медицине, научных исследованиях и в производстве.